Բա մենք որ ասում ենք Արևմտյան Հայաստան, չենք մտածում, որ ինչ-որ մարդկանց դա գրգռում է։ Вчера в интервью общественному телевидению Пашинян сказал, мягко говоря, очень странные слова. Мол, так же, как нас раздражает, когда кто-то где-то произносит «Западный Азербайджан», так и других раздражает, когда кто-то произносит «Западная Армения». Сказать, что я, мягко говоря, офигел, это ничего не сказать. Слова Пашиняна абсолютно неприемлемы, как минимум по двум основополагающим причинам. Причина первая. Он поставил на одну доску мифический Западный Азербайджан, выдуманный людоедским алиевским режимом, и исторически существовавшую Западную Армению, чье население было уничтожено и депортировано во время геноцида. И что это за «кто-то где-то произносит»? Сказки про Западный Азербайджан рассказывает не кто-то где-то, а вообще никто и нигде, кроме конкретных террористов из Баку во главе с Алиевым. Пашиняна так сильно заботит их душевное спокойствие? Причина вторая. Поставив на одну доску Западную Армению и Западный Азербайджан, Пашинян искусственно объединил два кейса – отношения с Турцией и безнадежный мирный договор с алиевским режимом. Отсылки к Западной Армении – это не только дань исторической памяти и справедливости, но и на сегодняшний день часть турецкого кейса, который к Баку не имеет никакого отношения. Потому что когда существовала Западная Армения, Азербайджана еще не было и в проекте. Таким образом, Пашинян снова склеил два кейса, обесценив весьма успешные усилия армянской и западной дипломатии последних лет, направленные как раз на их разделение с целью минимизировать шантаж Армении со стороны братьев-террористов. В том же интервью общественному телевидению Пашинян сказал еще две вещи, которые, мягко говоря, звучат спорно. Во-первых, он вновь повторил свой мартовский тезис о том, что если Ереван и Баку подпишут мирный договор, то Армения будет готова отозвать свои иски из международных судов, основываясь на принципе взаимности. Если. Это уместно было сказать один раз и подождать ответа. Но Пашинян озвучил это в марте, а сейчас конец ноября, и со стороны Алиева не было даже намека на согласие с этим «если». Наоборот, оборзевший диктатор и не думает подписывать мирный договор, а только сыплет неадекватными и необоснованными претензиями в адрес Армении. И что это за взаимность? Армения не совершала военных преступлений и этнических чисток. Решения международных судов за последние годы четко показали, что позиция армянской стороны юридически более крепкая. Если бы эти иски ничем не грозили Алиеву, он бы не требовал отозвать их. Пашинян не понимает этого? Алиев требует это в качестве одного из предусловий для мира, а Пашинян указывает это как бонус после подписания мира. Торг в ответ на шантаж. Неужели не очевидно, что этот метод не работает? Он работал бы при условии, если бы Алиев действительно хотел мира. Во-вторых, Пашинян в интервью предположил, что присутствие наблюдателей ЕС может оказаться ненужным на тех участках границы, которые прошли делимитацию. Что, серьезно? Пашинян действительно считает, что колючая проволока и пограничные вышки – это серьезное препятствие на пути алиевских провокаций? Напомню ему, что количество вражеских вылазок резко сократилось как раз на тех участках границы, где регулярно проходят патрули миссии ЕС, невзирая на наличие или отсутствие делимитации. Итого в двух этих заявлениях Пашинян озвучил как раз то, что требует Алиев. Отзыв исков и прекращение работы миссии ЕС, а также изменение Конституции Армении – это именно те три неадекватные претензии абшеронского диктатора. И если по вопросу Конституции Пашинян поставил жирную точку, напомнив Алиеву о территориальных претензиях, заложенных в его Конституции, то по тем двум пунктам создалась крайне непонятная ситуация. Повторю, если это торг, то он не должен выглядеть как отступление перед угрозой. Когда ты торгуешься, ты должен начинать с той позиции, которая не угрожает твоим жизненным интересам. Иначе говоря, в момент начала торга твои красные линии должны быть за твоей спиной, то есть обеспечивать твой тыл. А Пашинян почему-то решил отступить почти до стартовых позиций, дав Алиеву теоретическую, пока теоретическую, возможность с легкостью нарушить наши красные линии. Не интервью, а полная фиаско.
Пока Пашинян легкомысленно хлопает крыльями голубя мира, Алиев в это же самое время на своей пиар-тусовке устраивает выставку, представляющую собой претензию на всю территорию Армении. Коллеги сообщают, что в карманном парламенте Алиева наехали на Пашиняна за то, что он сравнил их фейковый западный Азербайджан с настоящей, но для них фейковой западной Арменией. Вопрос западного Азербайджана касается прав человека и направлен на мирное и безопасное возвращение азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке. В то время как термин «Западная Армения» отражает территориальные притязания, зафиксированные в Конституции и политике Армении. Как вам, Никол Ваваевич? Ваша попытка проявить миролюбие по отношению к людоедам с треском провалилась. С таким же успехом можно было нырнуть в реку, кишащую нильскими крокодилами, и попытаться доплыть до противоположного берега. Запомните уже, наконец, террористы понимают только язык силы. Любой конструктив они воспринимают как слабость. С террористами не ведут переговоров. Азербайджан усилит боеготовность войск на границе с Арменией. В Министерстве обороны Азербайджана прошла официальная консультация, в ходе которой были проанализированы условия эксплуатации и организация военной службы на азербайджано-армянской условной границе. На совещании Закир Гасанов дал указания по дальнейшему повышению боеспособности войск. Тем временем Азербайджан создал новую военную базу в направлении оккупированного села Киранц Тавушской области. Азербайджанские источники утверждают, что эта позиция имеет стратегическое значение и контролирует межгосударственную дорогу Армения-Грузия. Тем временем Пашинян утверждает, что Киранц никогда не был таким безопасным, чем сейчас. Пока по улицам не бегают сарбазаны, обращу ваше внимание, что чем дольше действующее правительство, текущая партия будет оставаться у власти, тем хуже будет Армении. Это очень просто объясняется. Власть развращает, смазываются руки, налаживаются контакты. Уже сейчас невооруженным взглядом видна связь олигархии и власти, чего уж говорить о каждом следующем годе. Кроме того, отсутствие конкуренции ведет к отсутствию идей, желания что-то делать, кумовству, коррупции. Что с этим делать? Заниматься политикой. Каждый должен иметь политические взгляды не на уровне кухонных обвинений в предательстве, а реальные политические взгляды. Вы кто? Либерал, консерватор, правый, левый? Не надо искать спасителей, лидеров, которые поведут народ за собой, или, не дай бог, мессию. Ищите единомышленников, которые разделяют ваши политические взгляды, объединяйтесь с ними и действуйте в политическом поле. Это будет самая надежная гарантия безопасности Армении. Все эти мифы, что кого-то там не пускают в политику, это глупости. Вы и не пытались особо. А те, кто пытаются, их просто недостаточно. Ни в плане интеллекта, ни в плане количества. Умный-то разве пойдет в политику? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.